Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Вы просили, я для вас делаю. Так что встречайте видео про мимо против дискомишки. Но первое, что хотел вас спросить, как вам зашел контент по поводу киногрехов, потому что в комментариях вы особо ничего не ответили. Не очень важно, потому что я хочу знать, продолжать мне или нет. Ответьте в комментарии. Далее переходим к рубрике ваших комментариев «Хочу попасть в видео». Вас было в этот раз совсем мало, 4 человека, ну да ладно. Зато в следующей рубрике по присыланию ваших выдуманных персонажей было аж 4 персонажа, и мы к ним прямо сейчас переходим. Первый персонаж, классификация зараженное, имя Барик, возраст 46, одежда майка матроска, серые джинсы с заплаткой, красная кофта, рюкзак альпинист, сила стена плюс, особенности притягивания врагов с помощью кошки для скалолазания, быстрое перемещение по вертикальным поверхностям и восприимчивость к оглушению, имеет 10 зараженных, которые подчинены ему. Слабости видит только одним глазом. История. До заражения служил вместе с Флиппи, был шпионом. Во время заражения стал добровольцем по изучению скал Ксебы. Был убит и заражен в одной из миссий по спасению гражданских. В настоящее время воюет с отрядом Дельта. Здорово. Продолжаем. Имя Гектор. Пол мужской. Броня. Металл под кожей. Оружие. Подручные детали. Сила. Бьет кулаками с железными пальцами. Категория выживший. Лет 24. История. Он был рэпером, но когда Хеба начал заражать тех, он сбежал из своего рока дома, может. И теперь он сражается против Хебы. Цель убить Хебу и Флиппи и стать самым популярным. Ну, тоже прикольный такой. Я так понимаю, это дракончик или кто? Или ящерка? Далее. Имя. Советский алхимик. Сила. Кидается зелень, которые могут отравить, поджечь или заморозить. Оружие. Ядовитый пистолет, который стреляет ядовитыми пузырями. Вещи. Рюкзак с зеленью. Цель. Заразить зеленью и подчинить себе весь мир. История. Он был на войне Великой Отечественной, и после нее он жил обыкновенной жизнью. А когда настала амнезия, он был не удивлен этому. Категория выживший. Ну, раз он участвовал в Великой Отечественной, то значит ему сейчас, лет много очень. Или он бессмертный. Едем дальше. И последний персонаж на сегодня. Имя Вал. Пол мужской, вид белка-летяга. Возраст 15, сила стена плюс. Защита слабая. Способности. Полет, свет от каски с фонариком и способность к взрыву из-за необычной толстовки. Слабость. После взрыва 15 минут остается без сознания. Сила на подъем 20 кг. Похож на мой скин «Я в ХТФ». Не знаю, что это значит. Пришлите мне, пожалуйста, скин или ссылку на ваш, так сказать, аккаунт. Ну и переходим к гвоздю программы. Погнали! Сегодня у нас на ужин противостояние двух интересных персонажей. Мимо мы уже в принципе разобрали. Можете нажать на паузу и почитать его классификацию и его силы. Но главное узнать нам что. Какие силы имеет дискомишка. Так что переходим к нему. Пол мужской. Классификация. Медведь, зараженный проклятием Ксеба. Возраст неизвестный. Умения. Сверхчеловеческие физические характеристики. Рукопашный бой. Звуковые удары. Сверхзвуковая скорость. Скилл диска танцев. Слабые стороны. Долгая зарядка оружия. Может быть глуховат. Разрушительный потенциал. Здание плюс. Звуковые атаки вызывают землетрясение и обширное разрушение. Стена плюс для рукопашного боя. Диапазон до 100 метров. Прочность защита. Стена плюс для рукопашного боя, ниже для оружия. Скорость. Сверхзвуковая скорость боя. Сверхзвуковая скорость реакции. Сила на подъем. Неизвестно, предположительно до тонны. Сила на удар. Стена плюс. Выносливость. Сверхчеловеческая. Сохранил силы после множества ранений. Интеллект. Средний. Боевые навыки. Средние. Экипировка. Звуковое оружие и трость. Ну вот, вы примерно теперь понимаете, на что способен тот или иной персонаж. Но сейчас мы будем участвовать в боях. У нас сегодня будет 3 боя, но с некоторыми вариациями. Так что переходим к самим боям. И первый бой на сегодня – прямое столкновение. То есть персонажи встретились где-то в поле, у них с собой все оружие и не готовы к бою. Значит что, смотрите, Мим у нас хитрый и интересный персонаж по поводу ловушек и всяких подлостей. Но остается маленький нюанс. Дискомишка быстрее его как по скорости движения, так и скорости атаки. А еще он быстрее уворачивается. И у нее есть звуковое оружие. То есть тут остается только 2 варианта. Или Мишка скоростью уделает его
в рукопашке или уничтожает его оружием своим звуковым. Так что 1 балл мы присуждаем Мишке. Второй бой на сегодня. Герои напали из засады. Тут у нас будет 2 варианта. Или Мим нападает на Диско-Мишку, или Мишка нападает на Мима. Потому что, смотрите, в мультике нам показывали, что в принципе Мим устраивал засаду для военных, и Диско-Мишку устраивал засаду тоже для военных, только с разной целью. Итак, первый вариант. Мим нападает на Мишку. Мишка не готов, оружие у него не заряжено, и он не среагировал. Скорее всего, он попадет в капкан или в какое-нибудь другое оружие, которое его поранит, то есть скорость он потеряет. И здесь, вероятнее всего, Мим может его выиграть, потому что у него большой арсенал оружия, и может защита Мишки не справиться с этим, и он проиграет. Ставим 1 балл Миму. Второй вариант. Мишка нападает на, собственно, Мима, и тут вообще без вариантов, просто одним ударом звукового оружия он его выводит из строя, добивает уже тростью или просто обычными ударами. Так что записываем еще 1 балл Мишки, то есть у нас сейчас 2-1. И последний бой на сегодня. Герой без своего оружия. Но тут, мне кажется, все очень просто. Мим не показал каких-то выдающихся физических характеристик, то есть сила на удар у него ниже, чем у Мишки, и тем более скорость у него намного ниже, чем у Мишки. И то есть тут будет просто в сухую. Мишка будет уворачиваться от всех ударов Мима, в то время как он может его атаковать, не получая урона. Значит, приписываем еще 1 балл Мишке. Получается, что 3-1. И победитель сегодня нашего боя — это Диско-Мишка. Он затащил чисто своей скоростью, и звуковое оружие у него слишком имбовое. Вот такое у нас сегодня получилось противостояние. Я думаю, тут в принципе было все известно изначально, но я рад, что вы посмотрели. Если вы с чем-то не согласны, то пишите, естественно, в комментариях, и не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. И хотел еще сообщить одно. Ответов на комментариев не будет, потому что были такие комментарии, на которые я не смог ответить, или они были неинтересны, а тем более на которые я уже отвечал. Так что будем прощаться. Не забывайте подписываться, ставить лайки, бить в огроменный колокол и про комментарии не забывайте. Всем пока-пока.